Вижу, тебе что-то замышляется. Ну не знаю, кто же пойдет против Рутгарда. Тебе-то уж точно нечего бояться. В отличие от этой шайки глупцов. Когда мы захватили город, ты обещал немедленно навести порядок. А теперь мы видим, что все еще в большем беспорядке, чем было. Ваше Величество, мы извиняемся. Мы весь порядок поправить. Ты уже так говорил. Мы хотим услышать конкретные решения. Мы поставить больше стражи на дорогах и делать строгие наказания. Мы казнить пойманных разбойников в назидание остальным. Плевать нам на разбойников. Нам важны мятежные шляхтичи и бюргеры. Что ты с ними делать будешь? Как разберешься с хаосом в городском управлении, с бунтом рудокопов, с неурожаем? И как вообще так вышло, что здесь, в городе, зреет восстание против короля? Что вы иметь в виду, государь? Мы слышали, что еврейский квартал вот-вот сбунтуется. Прямо у тебя под носом. Почему ты ничего не сделал? Мы не знать, кто стоять под этим. Без улика нельзя, никто наказывает. Отто из Бергова в Праге не задавал вопросов. Он действовал. И тебе советуем брать с него пример. Достань из какой-нибудь дыры пару подонков, да и отправь в еврейский квартал, предоставив свободу действий. Пусть что угодно творят. Местная иудейская община была и остается на стороне Вацлава. Им требуется предостережение. У нас даже не хватает людей для... Марквард, можешь выделить отряд? Разумеется, сударь. Я их передам под командование Эрику. Он все сделает. Вот видишь. Сделать надо всего ничего, следить, чтобы всякая городская сволочь получила свое. Хоть с этим ты справишься. А если у кого-то промелькнула мыслишка, что так можно избавиться от долгов перед еврейскими ростовщиками, забудьте о ней. Все долги остаются до последнего гроша. Только теперь вы нам напрямую должны. Кстати, раз уж мы заговорили о деньгах, выработка на рудниках наконец догнала прошлогоднюю. Государь, залежи истощаются и добывать становится все труднее. А что еще хуже, рудокопы взбунтовались. Не держи меня за дурака. Они перестанут бунтовать, когда ты начнешь им платить достойное жалование. Ваше Величество, но мы не можем на это пойти. Молчать? Как ты смеешь перечить защитнику королевства в сборище никчемных подхалимов? Трусы ничуть не лучше варья, что по лесам прячется. Прошу прощения, государь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы... Я от вас только и слышу, что оправдание да увиливание от ответа. А результаты? Никаких. Поэтому я немедленно передаю городской совет в подчинение присутствующему здесь пану Маркварту фон Аулицу. Он проследит, чтобы вы, наконец, начали исполнять свой долг. Но как же, государь?
Это быть нарушение наших привилегий, королевский рудный город. Тихо! Здесь я единственный гарант ваших прав. Привилегии надо заслужить, а не прятаться за ними. Пока правил мой брат, такое безделье, может, и терпели бы, но этому конец. Вам было поручено несколько простых задач, а вы вместо того, чтобы работать, в купальнях бездельничали, да кошели свои набивали. И позволили предателям беспрепятственно забрасывать свои сети. Но я, в отличие от брата, способен навести порядок. И уверяю, я не стану делать различий между теми, кто встанет у меня на пути, будь то нищий, шляхтич или городской советник. У вас 2 недели на то, чтобы восстановить порядок в городе и увеличить добычу в руднике. Я ожидаю ясных результатов. Отчитываться теперь будете непосредственно мне или пану Маркварту фон Аулицу. И никому больше. Совет свободен. А ты, юноша, останься. Будь так любезен. Наше горло изрядно пересохло, а нам еще нужно поговорить с нашим другом. Да-да. Ваше Величество, как прикажете.